Всем привет! Меня попросили подготовить видео, как отпечатать стемпинг рисунок во внутреннюю часть гелевых типс при помощи гель-красок для стемпинга. Вот, собственно, покажу, как как я это делаю. Мне понадобится гель-краска. Я буду использовать от компании Beauty Lux. Просто другой гель-краски для стемпинга у меня нет. Этой гель-краски уже много лет. Перед использованием я немного ее зубочисткой перемешала. Тут очень важна, конечно же, консистенция гель-красок для стемпинга. Но я, в принципе, всегда говорю, да, что для стемпинга немаловажна не только пигментация, но и консистенция. Также понадобится вот такая подушечка. Это нижняя подушечка от двойного штампа. Вот чем она мягче, чем она вот так вот податливее. Знаете, такой вот как слайм, да, так вот есть вот эти вот слаймы. Тем, конечно же, лучше. Ну, вообще, в принципе, вот эти подушечки, они неубиваемые практически. Вот. И, ну, понятное дело, гелевый типс. Также буду использовать фонарик для фиксации. Ну, и силиконовую кисточку. Просто ею удобнее набирать. Набираю немного краски, распределяю по поверхности. Силиконовой кисточкой очень удобно вот также размазывать гель-краску по пластине. Вот так. Закрою сразу. Не торопимся. Тут нам торопиться особо не нужно. Так как материал гелевый, мы не торопимся. Скребком убираю лишнее. И опять-таки, вот тут вот я уже привыкла отпечатывать рисунок левой рукой. Ну потому что обычные лаки для стемпинга, они быстро сохнут, поэтому я скребком убираю правой рукой, скребком лишнее убираю, а отпечатываю левой рукой. Ну, так как тут торопиться особо не нужно, вы можете подушечку штампа взять в правую руку. Но это как вам, опять-таки, смотрите сами. Я уже просто так привыкла, поэтому так и делаю. Отпечатываю рисунок, убираю пластину, чтобы она не бликовала. И теперь фонариком слегка вот так вот прихватываю. Это довольно мощный фонарик, я к нему еще особо не привыкла. Тут 11 диод, но он очень сильный. Поэтому вот буквально, знаете, вот секундочку там провела и все. Ну и теперь прикладываю типс и вот отпечатываю рисунок. Вот таким образом. Все, рисунок отпечатался. Мало того, у нас получается, что на подушечке штампа, вот видите, еще остался рисунок. Но, знаете, он на поверхности, он сейчас жидкий. То есть все, что более-менее так вот прихватилось, оно отпечаталось. Поэтому я вот так вот еще раз прохожусь, буквально там секундочку. Беру маленький типс. И вот таким образом отпечатываю рисунок еще и в маленький типс. Вот, пожалуйста. Там, я не знаю, вот как там видно. Вот эти вот излишки нам нужно уже хорошенько заполимеризовать. И можно... И можно очистить уже о скотч. Вот таким образом. Еще такой момент. У нас ведь тут, ну, я убрала просто пластину. Сейчас я почищу свои пальчики. Я убрала пластину, но мы же с вами знаем, помним, что с пластины, если рисунок, например, сделан при помощи гель-краски для стемпинга, то мы можем повторно отпечатать рисунок.
на подушечку. Да, вот он, пожалуйста. И еще раз там вот сколько вам нужно типс, можно опять-таки отпечатать уже на рисунок на гелевые типсы. Опять-таки прихватив слегка и отпечатав. Работать, да, экономичнее, ну, проще, если опять-таки, ну, этому немножко потренироваться, поработать, да, наработать эту технику, тогда будет все намного лучше получаться. При этом хочу заметить, что вот именно на таких подушечках гелевые материалы, они особо не скатываются, да, вот мы с вами разговариваем, я вот не прихватывала сейчас вот фонариком, да, рисунок не скатывается, он никуда не девается, вот он как есть, так есть. Тут все зависит еще от того, как вы, собственно, отпечатаете рисунок. Также, ну вот, не знаю, как это правильно сказать. Так, Сэмми, ты мне все, ты мне тут мешаешь. Если набить руку, вот, да, то есть я вот говорила тоже в видео, если набить руку, это будет получаться все намного быстрее, и таким образом можно отпечатать сразу на всех 10 гелевых типсах, да, вот, рисунок, ну, если вам, конечно же, нужно. Мало того, вот, я не знаю, но мне кажется, сейчас вот с пластины, сейчас я возьму еще один штампик. Не думала просто, что пригодится. Наверное, можно еще раз, ну вот, видите, еще раз отпечатать рисунок. И вот представьте, то есть вот этот отсюда, то есть, ну и вот таким образом, то есть можно отпечатывать сколько, может быть, еще раз получится. Ну давайте я вот этот вот штампик очищу. Так, Сэмми, иди погуляй, пожалуйста. Вот, собственно, вот таким вот образом мы работаем. Так, вот я заполимеризовала. Сейчас очищаю. Ну, давайте, вот. Пробуем еще раз. Ну, вот еще раз. Точно так же можно. Да, там прихватили и отпечатываем. Кстати, давайте вот этот рисунок, вот верхнюю форму отпечатываем. Также вот я его прихватываю слегка. Гель краски для стемпинга, они, как правило, идут с липким слоем. Поэтому, когда мы немного прихватываем вот этот вот верхний слой, то, соответственно, тут образуется дисперсия, которую будет абсолютно достаточно для того, чтобы отпечатывать рисунок. Тут у нас, конечно, не получится на весь типс рисунок, ну вот как получается, да, вот так вот. И теперь, конечно же, да, что гелевый типс, ну вот гелевые типсы мы с вами вот отпечатывали, нужно до конца уже заполимеризовать, ну, в большой профессиональной лампе. Ну и вот так вот. Тут у нас еще осталось, но тут совсем прям мало. И вот видите, например, ну, гель краски, я имею в виду, на штампе осталось мало. Она уже не такая яркая. Ну, давайте вот берем также верхнюю форму, только поменьше. Ну и вот тоже, видите. Ну, просто тут уже такой рисунок не пигментированный, да, но не очень хороший. Но, тем не менее, вот тоже, что на большие, я просто взяла самую большую верхнюю форму, самую маленькую верхнюю форму. Чем больше верхняя форма, ну и вообще, чем больше форма, либо типс, тем проще отпечатывать рисунок. Но на маленьких, как вы видите, также нет никаких сложностей. Единственное, я говорю, нужна, конечно, практика, нужна отработка. Вот. А так вот все как есть, от и до, показываю, рассказываю. Что ж, если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик или смайли в комментариях, или сердечко, я вам буду очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!